Ну что, ребята, мы вновь с вами встретились, продолжаем. Я не стала ничего даже там не закрывать, игру ничего вообще не делала. Просто будем продолжать. Мы просто будем с вами это дело продолжать. Так, все, сейчас я себе чатик верну, все верну. Пунь-пунь, тру-ту-тунь. Да, пунь-пунь, тру-ту-тунь. Так, все, продолжаем. Значит, я поняла, что я где-то что-то пропустила, ребят. Но для начала, давайте, как будто мы с вами заново начали. Всем привет, я Екатерина Пряникова. Я приветствую вас на своем канале Пряник Гейм. Сегодня мы будем продолжать игрушку. Не знаю, что там надо делать, что-то надо делать. Вот так. Всем раздаю свои пряничные, вкусные, сладкие, воздушные поцелуи. Сейчас мы с вами найдем, где я не смогла найти один из элементов. Попробуем понять, где я его пропустила. Сейчас мы прям везде-везде снова в каждый уголочек будем заходить. И я думаю, мы сможем найти, где я и что потеряла. Но я надеюсь. Но я ватрушка невнимательная. Что-то я пропустила. А где это, я не могу пока что понять. Но явно больше на том лифте кататься я не хочу, потому что это бессмысленно. Давайте сходим вот сюда вниз еще раз. Может быть, что-то там внизу. Актерское мастерство. Да, мое актерское мастерство как бы вообще оставляет желать лучшего. Но дурачусь я иногда знатно. Иногда очень весело дурачусь. Так, какие-то свиточки зато мы нашли. Когда боги еще ходили по земле, а мир был единым, жил на свете великий, но гневливый учитель. Гневливый. Ученики приходили послушать его речи. Молодой ученик как-то отвлекся, чем вызвал гнев наставника. «Принеси мне снежные свитки из монастыря на крыше мира», — велел он. Но на севере шел холодный и густой снег. Ученик заблудился в снежном буране и укрылся в пещере. Он устал и закрыл глаза на несколько мгновений. Какой злой учитель! Открыв глаза, он увидел на обледеневших стенах странные знаки. Он взял резец и выбил эти знаки на тонком свитке. Он вернулся домой, но все изменилось, и никто не узнал старика, который вопрошал об учителе, умершем сотни лет назад. Нифига! Старик хотел показать свиток, как доказательство своих слов, но тот вдруг растаял. Старик увидел это и тоже умер. Нифига себе! Это ж сколько лет-то он там пробыл? Проспал вечность, наверное. Это было коротко. Да, маленький короткий перерыв. Так. Сейчас попробуем понять, что мы тут еще... Так, это мы поднимаемся наверх. Так, это где рубильник кто-то выключил. Хорошо. Вот тут мы с вами зажгли синюю. Давайте сходим, может тут в бок что-то есть еще. Другое. А мы здесь были с вами, нет? Вода. А вот тут, наверное, мы и не были. Представляете? Ну да. Вот кулема. Наверное, вот сейчас что-то где-то откроется. А даже не откроется, сразу зажжется. И мы сейчас пойдем к двери. А надо было всего лишь 5 минут передохнуть и раздоплить мозги. И понять, что можно сходить еще ниже. Туда, где была синяя штучка, чтобы там проверить. Вот кулема, Ну, курочка, а не Катя. А где Фокси? Я не знаю, сейчас, наверное, придет. Ну что, открываем большие двери. Открывайте шире двери, мы не ели 2 недели. Хорошо. Это мы сейчас, наверное, с вами выходим из храма, и там нас будет ждать очередной бог.
Прикиньте, чуть-чуть осталось. Вот если бы я не заблудилась, и у нас была бы первая часть стрима, я бы прям там написала нормально, какие локации мы прошли, потом там вторая часть тоже бы нормально описала бы. Ну да ладно. Значит, время настало. Пора пробудиться от грез хранителю снов и уйти со своего поста. Разве я могу защитить от ночных ужасов и кошмаров, если люди перестали верить в меня? Знаете, что напоминает? Напоминает прям мультик «Хранители снов». Помните, если дети не верили в Хранителя снов, они его не видели. Помните? Ледяной Джек. Это прям как в путешествии, вот это вот. Шлейф вот этот, как плащ вот длинный. Едва ли сумеете победить тень. Едва ли вы сумеете победить тень, которая таится в мире, девочка, потому что это тень в ваших сердцах. Это тень пустота, которую не заполнить ни силой, ни накоплениями. Пустой разум притягивает бездну. Когда она воплотится, то поглотит все. Творцу пришлось пожертвовать собой, чтобы запереть голодную бездну. Во время этого великого разрыва земля и небо содрогнулись. Помни мои слова, девочка. Сумеешь ли ты найти последнюю часть быстрее, чем ее захватит бездна? А я ухожу в глубокий сон, оставляя все свои заботы тебе. Свобода. Ля какой, ля ты крыса. Такой, я оставляю все свои проблемы на тебя, бабища, разбирайся сама. С возвращением. Спасибо. Да, на самом деле разобралась, раздуплила голову. Я просто поняла, что я там хожу, где красный элемент, пытаюсь что-то найти. Надо сходить туда, где синий элемент, и посмотреть повнимательнее. Так, опять я в какой-то темноте. Опять вот эта вот монобровь смотрит на меня. Что за... Как птица, что ли, летит? Что такое? Вообще непонятно. Ну хорошо. Хорошо, ребятушки. Разрушен храм. Получено достижение. Знание, сила. Хе-хе. Знание, сила. Не, ну так-то правда. Так-то правда. Кстати, я поменяла чуть внешность, я сняла свои ушки. У меня больше не ушки на макушке. Ой, дуреха. Так, что, наверное, нам надо слетать к вот этим вот чудикам. Да? А потом они скажут, лети на север. Ого, да тут еще много исследовать, ребята. Тут еще много исследовать. Ну, давайте. Полетели. Вернемся, побазарим с ними. Они скажут, о, какая ты молодец. Ничего себе. Ты добыла второй элемент. Я с ума схожу, не обращайте внимания. Просто чуть дуркую. Вообще красивая очень игрушка. Ух ты ж, ну-ка подождите. Ну-ка подождите. Я не могу вот это вот пропустить. Это что тут такое? Это что такое тут огромное? Какая-то большая штука. Что там такое? Какая-то постройка там. Алтарь Творца? Алтарь Творца? Подожди, подожди, подожди. Нет, нет, аккуратнее. Развернись. Нормально делай, нормально будет. Так. Еще чуть-чуть. И сейчас мы будем приземляться. Хорошо. Алтарь Творца. Нифига себе, какой алтарь-то большой. А я смогу тут что-нибудь войти там или еще что-то? Нет? Закрыто. И он... ну, наверное, мне надо сначала взять какой-то ключ, а потом уже в алтарь Творца идти. Я что сделала? Поторопилась, увидела большую штуку и захотела в эту штуку сходить.
Ну, облом, Катя, облом. Рано. Рано. Ну ладно, ничего страшного. Зато как бы мы узнали, что есть алтарь Творца. Прикольно. Просто какой-то... Просто островок маленький. Никомушний, без ничего. Скай откусила кошачьи ушки во время перерыва. Да. Здравствуйте, Люциус. И вам здравствуйте. Ой, а я куда приземлилась? О, на остров приземлилась. А что я тут забыла на этом острове? Зачем я сюда приземлилась? А я вон те свитки читала? Подождите-ка. Вот эти свитки я читала? Меня зовут Арам, и я был там в день Великого Разрыва. Моя младшая дочь заболела, и я просил животных духов о помощи. Когда я молился в храме Иллоки, небо разорвала ослепительная вспышка, а земля со стоном задрожала под ногами. В ужасе я взмыл в воздух, и глазами орла увидел, как земля развалилась на куски и В ужасе я взмыл в воздух и глазами орла увидел, как земля развалилась на куски и обратилась в пыль. Только одно место уцелело. Я подлетел и опустился туда, пораженный страхом. Это был маяк. Вот это я не читала. Сейчас вот это почитаем. Маяк окружала золотистая марево, которая согрела и утешила меня. Я увидел жрицу Кару, она прошла мимо меня, рыдая. Она держала перед собой лампаду, такие часто встречались в Урзе, но лампада не светилась. Сияние исходило от самой Кары, постепенно угасая. Она подошла к маяку, и только теперь я заметил, что вокруг башни собрались животные духи. Они стояли и смотрели. Когда Кара приблизилась, они склонили головы, после чего разошлись, словно услышали беззвучную команду. Мурашки по телу, ребята! Не знаю почему. Кара повернулась ко мне и сказала: «Тебя зовут Арам? Я тебя знаю, нам нужно поговорить». Я пришел в себя и спросил: «Кара, что произошло с нашим... Что с моим ртом? Что с моим языком?» «Вся фигня, давай по новой». Я пришел в себя и спросил: «Кара, что произошло с нашим миром?» Она помолчала, а потом ответила: «Самая большая опасность миновала, но вместе с ней ушел и великий свет. Всем, кто остался, нужно собраться вместе и понять, как жить дальше, как вернуть мир на наши земли». С тех пор я перелетал с острова на остров и рассказывал потерявшимся людям о нашем новом доме. Доме, где мы со временем исцелимся и где моя малышка снова станет здоровой. Вот так вот. Вот так вот. Добрее надо быть. Так-то, ёптать. Прикольно. Прикольно. Он, значит, я, наверное, тоже типа орел. Он сказал, что летал и смотрел глазами орла. Так, вот сюда мы сейчас полетим. А я был на маяке? Маяк, да. А маяк. Поселение. Так. Сейчас мы будем приземляться и снова болтать с нашими друзьями. И снова охотиться на наших маленьких барашков. А барашки уже выросли. Где маленькие барашки? Маленькие барашки выросли и стали большими барашками. Я хочу потискать маленькую барашку. Так. О, они все в том же положении, только девчонка где-то лазит. О, рисунок. Вон нарисована цапля и лиса нарисованы, вот эта двуххвостая. Так, давайте сначала поговорим с мужиком. И сюда, поговорить. Ты не видела Эрин? Я отвернулся всего на минутку и теперь не могу ее найти нигде. Это моя вина. Я знаю, что она обожает приключения, как ее отец. Но она еще ребенок. Это же другое дело. Поможешь мне найти ее? Я осмотрю лагерь, на месте ли летучая лодка. Спаси нас, боги, если она взяла лодку. А ты можешь осмотреть окрестности острова и тоже поискать ее? Ну, могу. Давай я с этой поговорю. Мы сторожим земли богов уже много лет. Я и Джон, как и мои родители, до нас.
но я никогда серьезно не задумывалась о паломничестве. Почему только птицы-оборотни проходят паломничество? Ведь есть оборотни, избранные другими животными духами. Конечно, существует легенда о Каре, она тоже оборачивалась птицей, но тут дело в чем-то другом. Ты получила светоч Кары, наверняка он был дарован тебе, чтобы пролить свет на нечто важное, но тебе еще предстоит закончить паломничество, верно? Сейчас посмотрим. Теперь только один храм остался, он находится за штормовыми воюющими пиками на самой вершине крыши мира на севере. Это старый монастырь, где люди жили, молились и обучались в тишине. Нужный знак расположен не у храма, а рядом с маленькой колокольней. Будь осторожна, летя через шторм, там легко сбиться с пути, а сейчас буря лютует сильнее обычного. Ну хорошо. Хорошо. Надо найти девчонку, а потом лететь на север и, значит, искать. Сейчас мы посмотрим. Так, лодка на месте. Лодка на месте, значит, она не на лодке. Значит, она где-то просто на острове, да? Может быть, она с маленькими барашками где-то там тусуется. Тут большие барашки. Так, смотрим и пытаемся найти девчонку. Где она может шариться? В принципе, тут я ее нигде не вижу. Может быть, она в пещере вместе с этим лазит? Вместе с моим учителем? Давайте сходим в эту пещеру. Еще раз. Там же вроде, как она называлась? Школа паломников, пещера паломников, или как она там называлась? Иногда загрузка очень долгая. Так. Да, школа паломников. Ну давайте поговорим с ним. Отыскались еще сведения, но они порождают новые вопросы. И страшно узнать ответ. До хранителей было еще одно божество. Творец, чей алтарь ты, наверное, уже обнаружила? Да, обнаружила. У него нет своего храма, весь мир был его храмом. Но есть алтарь, который больше любого храма. Странно, не так ли? Об этом написано в тексте времен Великого Разрыва. Из маяка вырвался яркий луч, и предо мной воздвигся монолит высотой в 10 самых высоких башен Урзы. И в тот же мир мирное... Подождите, какая-то тавтология, да? И в тот же мир мирное убежище в землях богов превратилось в небо, хаос и слепящий свет, прямо в центре монолита. Предо мной предстал алтарь Творца, ибо ничем другим это не могло быть. Что-то разорвалось там, появилась трещина, и меня оглушили невыносимые громовые раскаты. Считалось, что Великий Разрыв — это всего лишь сказка о Каре и о том, как появился народ неба. Теперь я думаю иначе. Кара ходила к хранителям, как и ты. По преданию, ей была дарована великая сила, когда она молилась в маяке. Мне кажется, что существо, которое ты видела во сне, ищет эту силу, и почему-то оно следует за тобой. Прошу, найди последнего хранителя и узнай от него все, что возможно, а я продолжу поиски здесь. Ну хорошо, дедулька, читай. Читай, ты мне расскажешь еще много нового. Ночь в дом. Микола, ночь в дом. Вечер в хату. Кому как. Приветствуем. Может, новую девчонку искать? Сама найдется, лодку она не стыбзила. Ну, сейчас поглазеем. Просто ради приличия. Надо пониже полетать. А что летать? Пойдемте в палатке в их посмотрим. Пойди где-нибудь спряталась в палатке. И сидит там. Так, тут нету. Так, этот ходит там. Что, волнуется что-то? Что волнуешься? Так. Тут нигде нету ребятенка. Это у них какой-то тандыр большой. Она, поди, в тандыр залезла и поджарила себя. Ха-ха. Огород. Так, сюда, в этот я не зайду, в их шатер.
Эрин еще не нашлась. Ты ее не видела? Пожалуйста, смотри остров и поищи ее. Так, вот в эту палатку я, наверное, тоже не зайду. Не зайду. Если она не взяла лодку, значит, она реально где-то или с баранами там лазит, или фиг ее знает, где она там лазит. Она просто пошла гулять. Ну ладно, мы же кулюторные, и мы пообещались помочь. Мы поможем. Может быть, нам это для чего-то нужно будет, и будет полезным, если мы сейчас ее найдем. Может, мы что-то узнаем новое и интересное. Самса с девочкой? Ты думаешь, что из нее сделали самсу? Ты думаешь, что все так плохо? Ты думаешь, ее съедят? Не, может, лучше с барашком самсу? Это вкуснее будет. Сейчас мы везде пошаримся. Но она летать не может, девочка эта, поэтому она не может на другой остров перебраться. Нам только лишь реально все вот тут вот обсмотреть. Так, это вот наша пещера, мы в нее уже ходили. Мы поняли, что ее нету там, и здесь ее тоже нет. Ой, маленькие барашки, зато я увидела маленьких барашков. Сейчас, они такие, Катя, мы тебя любим, Катя, мы тебя любим. Это подписчики Miss Hentai Music за мной ходят. И такие, мы любим тебя, Miss Hentai, мы любим тебя. I love you so much, I love you so much. Ты бы съел, ты маньяк? Так, где-то нам надо найти эту девчонку. Где же она может быть? Коза, дереза, через жопу тормоза. Ну явно, наверное, не тут в сене в этом. Дрова рубить она не может. Может быть, она где-то... Но сюда бы она, мне кажется, не забралась бы. Как вы думаете? Тут что-то потом исследовать. Должно быть, это маяк. Сейчас здесь ничего не происходит. Нужно вернуться сюда позже. А я был на маяке. Ну сюда она может забраться. В принципе-то лестница есть. Лестница-то есть. Ступеньки. Где-то она сныкалась от родителей. Коза маленькая. Нет, я не к тому, что подписчики барашки. Я к тому, что сердечки там, все вот это вот, любовь там, тра-та-та. Ну вы же поняли, да, о чем я? Так. Давайте слетаем. Куда слетаем? Хрен бы знал, куда мы слетаем. Вот тут сейчас к лодке поднимемся. А тут есть подниматься к лодке? Так, давайте к этому подойдем. Не нашлась. Да ну... Сам ищи. Твой ребенок не уследил за ребенком. Горе родители. Маленький остров, блин, и на нем потерять ребенка вообще мощно. Летающая лодка. А чё я не могу в летающую лодку? Ладно, хрен с ней, с этой девочкой. Я думаю, что я потом вернусь, и она такая: о, привет! А я спряталась в кустах, сидела, какала. А родители думали, что я улетела куда-то на летающей лодке. Ай, ладно, все. Летим, короче. Хватит вот это все. Тут
дурачиться. Мы серьезные взрослые люди. Вроде бы. Но это не точно. Очень не точно. Куда надо, да, летим? Все как надо. У нас по-хорошему получается... Ну вот тут надо, да, еще проверить бы все. На тех островах мы были, да. Там мы все исследовали. Там у нас ветреный водопад. А вот там вот мы, наверное, уже и не были с вами. Хотя нет, там были. Вот тут у нас... Вот у нас алтарь этот, да, вижу. А вон тот остров, мы на нем были? Нет, вот тут вот мы уже, наверное, не были. Сейчас посмотрим. Или были? Не были. Там снежная гора, прикиньте. Королевский путь. Ляша творится. Сейчас мы спустимся. Посмотрим, что здесь нас ждет. Как скорпион какой-то. Уху! Нифига я как приземлилась. Лиса, 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 лиса. Лиса, лиса. Давай, поговори со мной. Поговори со мной. Она поговорила со мной. Так. Голые деревья. Понятно, потому что что? Потому что тут у них зима. Вон мертвая эта лиса еще. Ну почему она мертвая? Потому что ее придавило нахрен каким-то камнем. Так, тут на этом ничего нету. Сейчас пойдем к этой пике. Не пойдем, а полетим. Посмотрим, что здесь. Что-то же, наверное, тут должно быть интересное. Или это просто нам так полюбопытствовать? Большой скелет, смотрите, какой большой скелет. Это тут, наверное, какой-то динозавр был. Получено достижение в пасти зверя. А тут прочитается, нет? Прочитается? В дни, когда боги еще не спали, собрались животные и завели разговор. Заяц сказал, трава уже не такая зеленая, как раньше. Медведь сказал, меда стало гораздо меньше, чем раньше. Волк сказал, меньше оленей в лесах. А лань ответила, я делаю все, что в моих силах. Орел сказал, земля становится меньше. Цапля сказала, люди мало пишут и много спорят. Сова сказала, есть тьма чернее ночи, и она растет. После ее слов все замолчали, и слышался только вой ветра. На самом деле это правда. Люди много спорят. Очень много спорят. А вон там, наверное, люди-человеки. Элемент можно какой-то посмотреть. Ага, сейчас мы... Если ты двинешься на север, слушай колокола, они помогут тебе найти путь. Колокольчики, вот, слышите? Хорошо, хорошо, я поняла тебя. Я поняла. Сейчас посмотрим. Так, а нам, подождите. Вон там какой-то... Надо вернуться, там какой-то... Замок, что ли, или чё? Или мне показалось, или это вот разрушенная хрень, которая валяется? Тут ничего такого нету. А, это вот эта вот разрушенная фигулька. Там, наверное, человечки можно посмотреть. Почитать, что они тут будут говорить. Ой, такая... Хорошо, что урон не наносится. Можно падать, как упадешь. Они мертвые лежат. Ой-ой-ой. Вот это вот ниня. Вот это вот уже ниня у нас.
Статуя, она падает! Все, пиздякнулась статуя. Вот это, наверное, их статуя упала и нахер всех людей задавила. Печально. Печально. Вот это тоже, да, этого я видела. Обидно. Спасайся! Спасайся, кто может! Все понятно. Все понятно. Ну, полетели дальше тогда. Что? Что уж нам теперь? Уху! Офигеть, как я круто летаю. Так, ну туда вон в то я могу и не залететь, поэтому не будем рисковать. Слушайте колокола. Хорошо, будем слушать колокола. Будем слушать колокола. Воющие пики. Но надо, мне кажется, еще тут проверять. Тут же что-то будет, наверное, интересное для нас. Да, вон люди, человеки. А тут будет моя лампада гореть? Будет. Хорошо. Нам же надо все исследовать. А вода не замерзшая тут. Что у нас здесь? Температура падает, но источники, как всегда, горячи. Хорошо, горячи. Горячи у меня источники. Горячи или горячие? Горячие источники. А вон там тоже островок, да? Надо бы проверять все. Вон там тоже, по ходу дела, что это было. Да. Тут и колокольчик слышно. Кто поддерживает свет? Наверное, кто-то укрылся в пещере. Пойдемте сходим в пещеру. В пещеру. Мы идем в пещеру. Сейчас все проверим в пещере. Там, наверное, найдем это кого-нибудь мертвого. Так. Пещера медвежьего клыка. А тут трава зеленая. Блин, цвета вот, блинский. Мои любимые цвета. Фиолетовый. Ня-ня. Хроники и легенды западных кланов, записанные Ретом, ученым с летних островов. В земле богов все священно. Особенно храм под названием Маяк, в котором, по слухам, заключена великая сила. Некоторые древние тексты называют его домом первого света, колыбелью этого мира, местом, где боги проснулись и вышли наружу. Сейчас это небольшая черная башенка из странного обсидиана, пустая и заброшенная, осколок прежних цивилизаций. Нехорошо, что мы не следим за артефактами, что остались от наших предков. Конечно, нехорошо. Надо следить за артефактами. Ну же, безобразие. Так, подождите, это я... Чё это я? А чё это я? Куда я иду? Это я наружу иду? Выходить из пещерки иду, да? Нет? Нет, да, да, нет, нет, да? А? Чё? Вау. Свет там светится. Медведь! Добро пожаловать, госпожа! Это честь принимать вас. О, спасибо, как вы любезны! А что у вас на голове? Из дерева какая-то хрень? Вы меня, возможно, не знаете, но я о вас наслышан. Проходите, послушайте мою историю.
Но я помню времена, когда Кара была еще детенышем. Она впервые попала в землю богов, когда ее стая остановилась здесь. Я тоже был молод, мне было лет 100. И как нарочно они тогда расположились на отдых у самого моего дома. Я вышел погулять, и она ко мне подошла. Мы не перемолвились ни словом, но она обняла меня, и ее сердечко все мне сказала. Годы спустя она вернулась, она запомнила меня. Я был среди ее первых воспоминаний, так она говорила. Я предложил ей пакт, но она уже сговорилась с птицей Громовых островов. Мы дружили, и я первым встретил ее после событий Великого Разрыва. Творец разорвал себя, чтобы вынуть бездну, растущую в его сердце. Мир рухнул, он отдал Каре на хранение кусочки своей сущности. 3 части великой силы и запертую бездну, а еще последний осколок его надежды, мечты и любовь к миру, к его красоте. Кара приходила ко мне через много лет, когда мир снова успокоился, и показала мне ту, что унаследовала последний осколок. Малышка была такой же крохотной, как Кара, когда мы впервые встретились. Ее звали Миена. Прикольно. Поговорили с медведем. Хорошо. И что? И на этом все? Медведь в плаще. И на этом все. С медведем мы поговорили. Я думала, он даст нам что-нибудь. Нам пиздюлей, например, хотя бы. Ах, приколы. Так. Тут ничего нету. Там это мы прочитали, да? Да. Значит, что? Значит, выходим тогда нафиг отсюда и летим дальше. Да? И все хором: да, капитан! А я говорю: я не слышу. Все такие: так точно, капитан! Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс. А, господи. Сумасшедшая, да? Адекватностью не пахнет. Ладно. Хорошо. Летим дальше. Так, только не врезаться, вот. Желательно бы не врезаться. Так, вот тут колокольчики тоже. Там гора какая-то у нас. Ну-ка посмотрим по карте. У нас еще, помните, надо на какую-то... Господи, какой-то ключ будет от храма где-то там, в маленькой часовне. Так, вот у нас колокольчики. Но нам же надо все исследовать. Чё, ха-ха? Чё, ха-ха? Что-то смешное? Наверное, смешно то, что я схожу с ума. Так, а если... Подождите, а вон там какой-то большой этот... Давайте туда. У нас медведь же не там был. Медведь у нас был в другом месте. Надо нам все исследовать. И не упускать ничего. Потому что могут быть что? Какие-то важные моменты. Даже? Наверное же. Шмяк-черемяк. Что у нас здесь? Ну тут просто колокольчики сейчас, по всей видимости, да? Ничего такого нету. Просто колокольчики. И гора. Снежная гора. Маленькая снежная пика. Ладно, хрень с тобой. Полетели дальше. Вот эта штука, да, меня интересует еще. Подожди, куда ты? Да, вот эта штука меня интересует. Что-то я там вижу. Что-то там есть. Такое. Возможно, что мне нужно. Ага. Что-то там есть, смотрите. Сейчас будем познавать мир. Так, доставай лампаду свою. Лампада. Да-л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 а. Так, куда-то мы заходим. Куда-то заходим. Сейчас посмотрим, а там еще один медведь.
Не, нам надо заполучить ключ от последнего храма. Заполучим ключ, разрушим последний храм, заберем третий осколок. Ух ты ж, какая прикольная штука. Пещера гармонии. Так, ну-ка включай обратно свою лампаду. Сейчас будем смотреть, что тут у нас за пещера гармонии. Медведь. Медведь. А я угадала. Я же сказала, а там медведь. Вот медведь. Ну, правда, как воспоминание, да, медведь? Но все равно прикольно. Да? Да. В снегу. Погрязла. Смотрите, смотрите, смотрите. В снегу. Так, ладно. Все, спускайся, пойдем. Там посмотрим, что. Что там, пойдем проверим. Хрусть, хрусть, снег хрустит. А это лед. Там какая-то пика. Просто. А там в ней что-то как будто бы. Или рисунок, или что-то в ней там сидит. Видите, да? Какая-то чушь Петровна там. Ну-ка, и чё? И чё? И чё? И все? И на этом все? Шмяк-черемяк. Ну понятно, ладно. Ничего тут, значит, интересного нет. Просто пещера гармонии. Нам показали медведя. И даже нечего тут прочитать. Ну и ладно. Призрачный медведь, да. Призрачный медведь. Сюда встать я не могу. О, могу, встала. И что я тем самым сделала? Я зазвонила в колокол. Вон еще колокол. Мне, наверное, надо, может быть... Сейчас! Я поняла, кажется, что-то. Мне надо еще запрыгнуть на вот этот колокол. Нифига я тупая. Прикиньте. Ой, падаю, падаю, падаю. Ой, только в текстурах бы не застрять. И вон туда, и вон тот колокол тоже. Прикольно. Там их еще даже 2. Так, стоп, 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 стоп. В текстурах не застреваем. Все трясется. Я просто уже хотела выходить. Чисто случайно просто запрыгнула. Сейчас я нахрен храм разрушу. И чё? Разрушится сейчас. Элемент! Сейчас я, наверное, возьму что-то. Что-то возьму сейчас, наверное. Офигеть, нифига, круто. Прикольно. Реально, что-то просто вот душе захотелось запрыгнуть на эту фигню. И запрыгнула. А так бы вышла и полетела бы летать. Взять ключ. Прикольно. Ну все, у нас есть ключ. Отлично. Я рада этому событию. Безумно счастлива. Спасибо маме и папе. О, Шикунечка. Привет, дорогая моя, привет. Рада тебя видеть. О, вон лис наш. Двуххвостый сидит. Сейчас он опять что-то мне ляпнет, и я пойду в последний храм. Ну давай, поговорим. Подружка-странница добралась на Дальний Север. Не замерзла? Даже я чуток мерзну. А ведь у меня мех. Может, у тебя кровь горячая? Ну ты теплая, над тобой воздух слегка дрожит.
дрожит, как звезды на крыше мира, где воздух чист и прозрачен, где никогда не бывает бурь. Ключ во льду должен разбить еще больше лед. Лети на запад, лети на север, только не замерзни, как другие существа до тебя. Лететь на запад, лететь на север. На запад и на север. И на запад и на север. Сейчас разберемся. Куда-нибудь долетим. Наверное, сначала на запад, а потом на север. Сейчас карту посмотрим. А, ну да, у нас получается сначала мы такие типа летим на запад, а потом чуть повыше на север. Ну хорошо. Да, туда, куда надо. Туда, куда надо. Ну, будем залетать моментами, может быть, будем что-то на островах интересное еще, познавательное для себя видеть. Шикуня, расскажи, как у тебя дела? Так, интересного ничего не вижу. Там просто... Это я вообще возвращаться буду. Ну-ка, сейчас... Да, нам не надо возвращаться. Тут мы, значит, были. Так, Катя, разворачивайся. Вообще не туда, вот туда. Вот так вот правильно, да. Вот так вот будет правильно. Надо наблюдать. Может быть, что-то будет интересное. Какую-нибудь, может, ачивку еще заработаю. А может и нет. А может нет, а может, да. Крыша мира. Так, сюда у нас это сегодня была песенка. Надо что-то новенькое. Так, вон у нас какая-то штука. А, это, наверное, сохранялка. Сейчас посмотрим. Или это... Да, это вот эта вот штучка, которая очень, мне кажется, что она именно является каким-то... Как... Ну, штука, с которой ты будешь возрождаться, если ты вдруг где-то там умрешь. Вон я вижу, свет горит. Это, скорее всего, вход в храм. Так, а вот тут вот можно поговорить с людьми. Вернее, не поговорить, а посмотреть их историю. Там, наверное, сейчас что-то будет про замерзших. Я понимаю, что тебе открывалось много дорог, но дальше пути нет. Земля провалилась. Все, кто выжили, уйдут отсюда в сумерках. Тю-тю-тю-тю. Какие-то страсти-мордасти. Мой ненавистный враг снег. Да. О, да. Мой ненавистный враг снег. Всю зиму сражались. Ну, полетели. Опа. Ну, давай лампадку. Открыть храм. Сейчас мы пойдем в храм. Колокол звонит. А, вон там разрушилось. Вон там, наверное, будет вход. Сейчас мы туда дальше полетим. Там еще, наверное, тоже какие-нибудь колокольчики будем звонить. Или сразу будем просто заходить. Сейчас все узнаем. Все узнаем, ребята. Во всем разберемся. А в чем не разберемся, все равно разберемся. Ну вот. Вот и все. Вот мы и почти в храме. Сейчас надо быть повнимательнее. Не тупить, как с предыдущим храмом. И что интересно потом будет? Ну, соберу я все 3 этих момента, 3 осколка. И что я потом? Что я с ними буду делать? Так, тут можно что-то посмотреть. Клади здесь. Теперь у нас больше еды, чем мы можем съесть. Так, тут они, значит... Запасы. У них тут запасы были.
Зал какой-то. А давайте, блин, я не знаю даже, куда вот, как лучше поступать. Сюда идти первым делом или туда по лестнице идти. Так, какая-то большая дверь. Она, наверное, будет открыта у нас потом. Еще большая дверь. Она будет открыта, наверное, тоже потом. Так, вот упавшая колонна. Так, я на нее забраться не могу сейчас. Наверное, и не надо. Так. Там наверху что-то у нас горит. Значит, мне надо наверх подниматься. И в тот большой зал, возможно, я вернусь потом из какого-нибудь другого зала. Так, хорошо. Ага. Что-то тут слишком темно, ничего не видно. Там какой-то символ на полу. Там какой-то символ. По всей видимости, может быть, я какой-то свет буду включать, и потом смогу исследовать, что там на полу? Я не знаю, но сейчас проверим. О, а вот и открылись двери. А вот и загорелись символы. А сейчас мы тогда пойдем исследовать. А потом пойдем шариться сначала в одну сторону, а потом в другую. Сейчас проверим. Посмотрим, что он исследует. Вначале была спящая, она дремала в холодной вечности, и все сущее приснилось ей. Приснилась завеса и то, что за завесой. Приснился Творец и весь мир, который так похож на воспоминания о доме. Творец танцевал в этом мире, он выдыхал облака, а еще он пропел солнце и луну. Танцуя в облаках, он сделал 4 шага, которые воплотили земли севера, запада, юга и востока. Он поднял горы и наполнил моря водой из облаков, а из земли и воды он создал животных, населив ими море и сушу. Из звездной пыли он сделал богов, чтобы они ходили по миру и приглядывали за ним. А из говна и палок он сделал людей, которые по итогу забыли о своих богах и вообще о своей религии. Вот так-то. Ну, по всей видимости. Вот так-то. Так, у нас с вами что? Только одна дверь, да, открылась? А мне почему-то показалось, что не одна. Воу, что тут у нас такое, а? Так. Надо быть внимательной, ничего не упускать, ничего не пропускать. Так, большие двери, хорошо. Я сейчас с ними ничего не могу. Так, смотрите. Какие-то штуки. Что за штуки? Пока что непонятно. Так, а вот это, наверное... А что это мне надо сделать? Ну-ка-ка. Подождите. А звуков-то никаких нету, никакого музыкального сопровождения. Мне, по всей видимости, как-то надо включить вот эти колокольчики. В какой-то последовательности, наверное. Так, надо, значит, осмотреться. Потому что, почему? Потому что ни хера непонятно. Но то, что это колокольчики, по ходу дела, или не колокольчики. Нет, это, наверное, не колокольчики, а просто как типа кнопки, что ли. Так. Тут у нас дверь. Тут дверь. Так, там лестница, там мы можем подняться, да? А здесь у нас что? Здесь у нас мы можем тоже сходить, что-то, по всей видимости, глянуть. Так, двери, статуя. Статуя, статуя. Так, какая-то фигня. Где я хожу? Чё я тут? Так, упала. Хорошо. Попробуем вернуться и перепрыгнуть.
Зачем, не знаю, но надо попробовать. Так. Так. Надо понять. Пока что мне непонятно, для каких целей мне даны те штучки и что ими надо сделать. Так. Тут люди-человеки, наверное, да? Он чему-то... А, он статуи молится, хорошо. А вот... Молится он. Ладно, двери. Двери. И открытые, да, дверь? Так. О, штуку какую-то я могу тут включить. Что-то активировать. Я ищу головоломку. Все, что мне остается, это искать головоломки. Что-то шариться, что-то познавать, что-то узнавать. Так, ладно, хорошо. Так, а подожди, а может быть мне вернуться туда и что-нибудь тут еще посмотреть? Так, а тут, по всей видимости, я потом открою вторую. Так, это я сейчас вернулась в какой-то зал. Тут дверь, да? Угу. Очень интересно. Нифига не понятно, но очень интересно. И вот эта дверка, может быть, тоже потом откроется. А там вон какие-то еще эти... Подождите, вы... А, смотрите-ка. Вот горит, вот горит. Что мне с этим всем делать? Ну-ка, погодите. Если я тут нажимаю, вон, все красное. И тут, и там цвет менялся. Вы поняли, нет? А если их все протыкать... А я не успеваю затыкать, да? Что, ничего не произойдет? Ну-ка, а если еще раз? Подождите. Так, нет, подожди. Давай еще раз залезь и по-быстрому их все нажми. Ну, попробовать стоит. Попробовать стоит. Как вы думаете? Просто ради интереса. Просто ради интереса. А вот это уже успевает. Но это мне кажется, нет. Это не то пальто, нет. Это не работает так. Это так не работает. Тут что-то другое. Пойдемте вон на ту лестницу сходим и попробуем, может быть, вон туда подняться и понять, что там. Что там? А, ну это вот. Ёпта. Это вот. Чё там? Вот чё там, ёптать. Угу. А тут у нас двери закрыты. И туда не пролезть. А там вон можно активировать. А мне бы вот эти двери бы открыть. Узор на стене, ключ к разгадке. Вот я не знаю. Может быть, но я нигде не вижу. Она покажет положение следующий. Так, ну давай попробуем. Давай попробуем. Сейчас вернемся и попробуем. Я везде попрыгала. Может быть, надо было не прыгать везде, как сумасшедшая. Так, а это я куда вернулась? Где-то же был другой выход. Я куда-то потерялась. Я потерялась. Где-то был другой выход. Я заблудилась. Это реально грех не заблудиться. Так, вот она дверь. Вот он выход. Так. Ну, давайте попробуем. У нас причем... Причем... Ну, давай вот на вот эту раз. А чё, и чё? Потом, ну, вот так, что ли, нет? Потом
Вот так. Ни черта себе! Спасибо. Thank you very much. У нас открылись двери. А потом надо будет вон ту головоломку еще разгадать. Сейчас мы сначала сюда сходим. Наверное. А потом сделаем ту. А тут что? Тут ничего. Или что? Сейчас узнаем. Так, вот включалка есть. О! Интересно. Ругательство по-русски. Мы передаем сигнал в космос. Хорошо. О, вот еще включать. Хорошо. Как хорошо, что вы у меня есть. Сама бы я вообще тут, наверное, 10 лет бы тупила. Может быть, потом бы, через 10 лет, до меня бы дошло. Я бы такая, вау, я поняла, нифига себе. Уже такая старая, седая, морщинистая. А вы заходите на стрим, а я все сижу, пытаюсь разгадать эту головоломку. Кошмар. Господи, фантазерка. Так, а и чё? А и чё? Сейчас мы отсюда, наверное, заберемся. Тидык. Так, и вот здесь включаем. Хорошо. Куда-то мы сейчас должны этот свет, импульсы эти допулять. Так. Отлично. А чё? А чё? А двери? Двери откройте нам. А дверь не откроет. Ну и ладно. Так, а значит, выходить вот так. Ладно, хорошо. А тут у нас что? Люди-человеки тут. Входные врата примерзли. Отсюда уже не выйти. Они тут, наверное, умерли. Представляете? Потому что тут очень холодно. Ну, теперь давайте вот эту вот головоломить. Вот так, значит, раз. Значит, теперь вот эту. Теперь вот эту. Вау! Фантастика! Класс! Прикольно! Круто! Здорово! Обосраться. Ах. Так, двери закрыты. Ну-ка посмотрим, что там внизу. Ничего внизу. Так, ладно. Что у нас тут? Тут у нас какая-то штука. Ладно. Ничего пока не понятно. Идем вон туда. Сейчас там посмотрим, что тут. Что-то горит. Так, сейчас у нас будет какая-то головоломища. Давайте слева направо действовать. Или справа налево. Так. А мы должны сделать крылья здесь, по всей видимости. Вон у нас значок. Так. Хорошо, крылья и в серединке поменять. Я думала, в другую сторону это будет. Сейчас, центр. Не так. Не так. Вот так. Отлично. Откроются сейчас другие двери из первого зала, наверное. Ага. О, вебка. Да. Привет. С комплюхтера у меня всегда вебка есть. Когда я с комплюхтера, там я с вебкой.
Так, что у нас здесь? Значит, для нас двоих все кончено. Как печально, все кончено. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Тут у нас просто статуя. Статуя сломанная. Сломанная статуя. Так, а здесь будет включалка, наверное. Или... эту включалку я уже включала. Так, у нас загорелись с вами двери. А что нам это даст сейчас? Что вот эта дверь зияет? Я могу что-нибудь с ней сделать? Я подошла, и дверь открылась, прикиньте. Нифига себе. Сейчас будем читать. Когда Творец создал этот мир, он пробудил богов и поручил заботиться о нем. Первым был смотритель завесы, взмывший высоко в небеса. Могучий страж не подпускал черную пустоту, без устали напевая тихий колыбельный, чтобы великая спящая не проснулась от сна, который является нашим миром. Прикольно, слушайте. Интересная теория. Типа великая спящая дрыхнет, ей снится сон, и этот сон – наша жизнь. Не всегда врунья. Да практически всегда. Я только могу включать модельку, если не помыла голову. Вот. Так, хорошо, идем дальше. Идем дальше. Тут есть что-нибудь? Нет, ничего. Ладно, хорошо. Надо понять, что у нас еще. У нас еще вон те двери, да? Нам надо будет как-то их еще зажечь и открыть. Вот эту дверь, да? Угу. Ну, возвращаемся туда наверх, по ходу дела. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, что еще нам можно здесь сделать. Так, вот это мы все сделали с вами, я так полагаю. Ну-ка, давайте заберемся наверх. Сюда и посмотрим, что у нас. Так, тут у нас просто дырка в этих. Так, исследовать. Когда мы умираем, наши души возвращаются в вечность, из которой они сотворены. Души — это звезды, которые Творец вложил в наши сердца. Так повелось во Вселенной, когда рождается дитя, с небес спускается звезда и наполняет его тело вечным светом. Когда тело умирает и обращается в прах, звезда улетает обратно в небо, минуя завесу в царство снов. Творец оставил нас и отправился странствовать среди звезд в поисках нового дома. Когда он его найдет, то мы снова родимся на свет. Прикольно. Прикольно. Интересно. Необычно. Непонятно. Ну, не вебка, но я... Ладно, хорошо. Хорошо. Но там тоже вебка задействована. Так, надо понять, что делать дальше. Там нету ничего больше. Что-то надо где-то еще активировать и включать. Так, двери закрыты, двери сами не откроются. Так, этот все еще молится. Так. Так. Сюда, тут, дальше наверх ничего никуда нету, да? Это я шмякнусь, черемякнусь вниз. Пам-пара-па-пара-па-па-пара-па-пам. Пиу! Ты чё, Шикуня, смеешься? Так, что у меня здесь? Это я куда оделась? Куда я пришла? Сугробы. Топчу. Тут ничего. Там ничего. Выйдем вот сюда. Это я, наверное, выйду в основной зал. Ну да. Опять с этими штуками. Что-то я опять где-то чего-то не вижу. Очевидного. Чего-то очевидного не вижу. Ну-ка смотрим внимательно.
Смотрим внимательно. Чего я очевидного не вижу. Вон там дверь, да? Или нет? Вон там. Вот в этом зале мне. Вот. Угу. Сейчас я подойду, и они откроются. Отлично, замечательно. Хорошо, молодец. Сама нашла. Нет, я не играла в такую игру. A Dance of Fire and Ice. Нет. Ой, я что-то пропустила. Отвлеклась и пропустила. Что там было? Мне что-то показали? Блин, блинский. Ватрушка. Так, сюда я еще не. Так, сейчас тут посмотрим. Так, вот это наша штука, которую мы себе выставляли как надо, да? Так. А вон то что такое? А, это просто дублирование с этого. Это мне ничем не поможет. Ну-ка исследовать. Таинственный даритель. Тот, кто создал всех нас и научил древние племена добру. Мы ждем его возвращения. Понятно. Все понятно. А тут исследовать будет? Тут исследовать не будет. Ладно. Наверху мост. Ну не тут. По всей видимости, не тут. Вот так вот отвлекается Катя, а потом над выключателем, погоди. А, вон та штука, вон туда мне надо. Как я туда? Подожди, как я туда? Я, блин, афыр. Сейчас я... Фыр. Отвлеклась и все теперь. Как мне на тот мост теперь забраться? Сейчас найдем. Так, это я на выход пойду, да? Мне не надо на выход. Ничего там такого больше не горит у нас. Нельзя отвлекаться мне. Кулемушка. Там, где активировала? Хорошо. Подожди. Там, где активировала. Вот тут активировала я. Ну, а тут у нас сугробы. Тут у нас сугробы. И чё мне эти сугробы? Там я никак не залезу. Наверное. Наверное, не залезу. Или где активировала ту штуку, дрюку. Штуку-дрюку. Сейчас, погоди, я тут еще пошарюсь. Обсмотрю все. Значит, наверное, вот сюда. Да? Ага, хорошо. С вращающимися. Вот, я здесь. Я здесь. И там чё? А чё там наверху? А я тут ни хрена не вижу интересного наверху. Я его увидела. Думаешь, я что-то сейчас уже ни хрена не вижу, ни хрена не понимаю, что происходит.
Как я так умудрилась отвлечься, что я ни хрена сейчас не понимаю. Ну не в этой же, ну не в этом же зале. Там я включала штуку-дрюку, и у меня загорелось что-то, хрень какая-то. А, надо другое изображение сделать? Тьфу ты, блядь. Серьезно, что ли? А какое изображение надо сделать? А зачем изображение? А я не знаю, какое изображение сделать. Ну, какое нам, может быть, изображение надо? У меня никакой подсказки нет с изображением. Я пока не поняла. Какое изображение-то мне сделать? Адская головоломка? Да нет, это просто я отвлеклась на самом деле, вот сделала большую ошибку. Я отвлеклась, когда мне показывали что-то важное. И я сейчас ни херашечки не могу понять. Не могу понять, какое мне надо изображение собрать. Какое-то надо. Может быть, что-то то, что было на дверях, нарисовано. А что у нас там было такого на дверях нарисовано? Я не знаю. Ну, давайте развлекаться. Черт его знает вообще, что делать. Да встань ты, встань, пожалуйста. Сейчас что-нибудь соберем, какую-нибудь фигню. Не знаю, какую, но соберем. Птичку какую-нибудь. Может, тут надо этот собрать? О! Выдвигается какая-то поебень. Исследовать. Целитель, стерегущий запретные врата в вечность. Великан, вознесшийся выше звезд и северного сияния и поющий о нашем мире великой спящей. Надо вот эти штуки все как-то... Короче, надо собрать элементы по ходу дела и выдвинуться вот эти все колонны, да? Еще бы знать, как они, кто из них, как выглядит. Ну тут чисто логически сейчас соберем. Проходи тесты и понимать, что ничего не запомнил, все время страдал фигней. Ну сейчас все сделаем. Сейчас все будет. По красоте будет. По красоте сделаем все. Вылезла еще одна. Вылезла штука. Исследовать. Сердце нашего мира, дарящее свет, открывающее путь, уходящее в царство снов и обратно в явь, хранительница закатов и рассветов. Хорошо, и теперь надо еще одну собрать, да? Какую мы там? Так, нет, давай в другую сторону, в другую сторону. У нас какой не было еще? Верти. Вот этой не было, да? Вставай. Вставай, вставай за пульт управления, вставай. Запускай ракеты в космос. Грубой силой решения — это всегда решение. Так точно, капитан. Так, в другую сторону крутим, вертим. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Хорошо. Вылезла еще одна. Вечный защитник сна и мира, воин и охотник, ловящий кошмары и хранящий их в своих запретных свитках.
И все, да? Мы все открыли. Даже? Или еще что-то не открыли? Я сделала лицо, какое-то лицо такое. Я все собрала? А? Еще что-то надо, нет? Все 4 эти вылезли. Что с ними еще делать? Не знаю. Все, я потерялась. Я заблудилась. Я ничего не понимаю. Вот он мостик. Вот этот мостик. Как мне на этот мостик попасть? И надо ли мне туда попадать? Вот это вот мне надо, Шикунь, сюда. Мне кажется, мне надо вот эти вот двери как-то открывать. А как мне эти двери открывать? Я не понимаю. Я закончила там с той штукой или нет? Мне самое главное, вот, я закончила с той штукой или нет? Это все или еще не все? Это все, что мне надо было сделать? Или надо двигать их еще? Думаешь, что где-то открылся путь? Путь в Европу. Может быть, maybe, maybe. Maybe, I don't know. Сейчас проверим. А ну-ка, давайте зайдем туда. Может быть, там та снежная дверь. Не, ну там та снежная дверь как была в снегу, так и есть в снегу. Ни хрена там не сработало. Вообще ты про другой? Ты про вот этот вот? Вот этот, что ли? А я как туда должна залезть? Я не знаю, как я туда должна залезть. Сейчас узнаем. Сейчас что-нибудь да узнаем. Чё нам, ёпта? Так, там мы внизу были, да? Ну-ка, пойдемте-ка. Вот тут. Вот тут сейчас посмотрим. Тыкс. Ты про вот это, наверное, да, малышка, говорила? Ты, наверное, говорила мне про вот это. Ну-ка, пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Только я не с конем. А, ну это же... Ага. Это получается, я иду по другую сторону включать. Чтобы он дальше летел. Ля, что творится? Солнышко, это солнышко? Солнце взошло. Хорошо, хорошо. Спасибо. Что-то мы поняли, что-то мы сделали. И открылась дверь. Так, слава богу, нам урон не наносится. Но это же солнце, да? Это очень похоже на солнце. Или это луна? Или солнце? О, северное сияние, ребята! Вау! Офигеть! Смотрите, как красиво! Месяц. О! Он улыбается мне, смотрите! Он такой... Поговорить. Подойди ближе, героиня. Я не помню твои перышки. Я смотритель завесы. Я охраняю этот мир от вечности. Ага. Но слишком много лет я пытаюсь справиться с внешними угрозами. Без веры людской я чувствую, что мои силы на исходе. Совсем немного осталось от грез великой спящей, от сна, который стал нам домом. А ты знала, что первый сон породил Творца? Его уязвимым местом стала любовь к вам, людям. Чтобы создать вас, он соединил свое сердце с вашими, но ваши сердца опустели.
Мучаясь нарастающей пустотой, Творец вырвал бездну из своего сердца. Но время многое меняет, и вот предо мной маленькая героиня, пусть даже это и человек. Послушай меня, героиня, это мои последние слова. Это последняя часть из 3 осколков, переданных нам карой. Осталось сделать еще один шаг. Принеси 3 части к маяку на юге, где твой народ разбил лагерь. Там поймешь, что делать дальше. Теперь все зависит от тебя, маленькая героиня. Пойдешь отдыхать? Давай, Лиська, пока-пока. Сладких снов. Будь умничкой и не балуйся. Космические киты. Ага. Но мы скоро уже закончим и пойдем спать. Прикольно. Опять это... Это монобровь. Нифига какая. Это какая-то типа там... Видели там крылья у него, что ли? Какая-то злая бабайка. Так, хорошо. Сейчас мы полетим с вами тогда к маяку. Получено достижение. Ледяной мавзолей. Дуреха. Ну все, сейчас полетим на юг, значит, сделаем что-то на маяке, и потом, значит, мы благополучно, по всей видимости, наверное, бездну победим или что, я хрен его знает. Пока что вообще фиг его знает. Но сейчас полетим и поймем. Так, да, я туда, куда надо лечу. Какая красота, ребят. Вообще очень красиво. Да, иногда, Катя, головоломки или поиски каких-то предметов — это вообще совершенно несовместимые вещи. А у нас еще вот тут кусок, да, неисследованный такой. Сейчас проверим. Сейчас там посмотрим. Это было нелегко. Это просто, как бы, тут, наверное, играет большую роль моя невнимательность. Потому что иногда, в принципе, там, когда я устаю, я уже становлюсь невнимательной ватрушкой. И очень-очень много пропускаю. Очень многого не вижу, не замечаю. Тут уже просто... тут просто я сейчас куда-то на какие-то острова приземлюсь. Воюющие пики. Ну, наверное, туда не надо лететь, коль она такая, хоп, и куда-то там приземлилась. Да? Ладно. Как хочешь, как хочешь. Знаешь, мы туда не полетим, мы сразу летим на юг. Вот так чуть-чуть. Еще вот так. Хорошо, летим на юг. Как скажешь, я не против. Давай. Она такая маленькая становится, когда мы это... ускоряем ей. Классно. Мне нравится летать. Это прикольно. Это очень круто. Королевский путь. Сколько стрим еще будет идти? Я не знаю, я думаю, что недолго, учитывая, что я уже возвращаюсь на юг, возвращаюсь к маяку. Ну, может быть, там полчаса, час максимум еще. И мы закончим. Вообще, как я понимаю, прохождение этой игрульки должно было занять меньше времени, чем это заняло у меня, потому что она вроде как там часа на 2-3, что ли. А я медленная ватрушка. Я очень долго копаюсь. Но учитывая еще, что я много дуркую, как бы это тоже играет очень большую роль. Надо меньше дурковать, там, внимательно вникнуть и погрузиться в игру, и тогда как бы быстрее все делается. Сейчас мы будем опускаться вниз. Ну, вернее, не вниз опускаться. Ну, по факту уже вниз. Так, хорошо, у нас тут все загорелось. Я, по всей видимости, могу разместить какую-то табличку. О, деваха там. Все. Деваха на месте. Угу.
Так, хорошо, мы соединяем все 3 элемента в одну большую монету. Что-то сейчас у нас активируется. Что-то у нас сейчас произойдет. О! Луч солнца золотого. Помните? Это из мультика. Что-то он... Чё он? Чё он такой стоит, задумался? Чё ты задумался? Чё? Надо с вами со всеми переговорить? Давай. До свидания, Аук. До свидания. Мы скоро встретимся. Пусть будет легок твой путь, путешественница. Хорошо. Давай с тобой поговорим. Я не знаю, что происходит, но ты сможешь выяснить это. Аук, следуй за лучом к алтарю Творца. О, сейчас я пойду к алтарю Творца. О, давайте с этим. Аук, все хорошо, дитя? Это похоже на записи на табличке. Из маяка вырвался яркий луч. Только бы не новый разрыв. Как мы его назовем? Величайшим разрывом? Боюсь, что на этом паломничество не заканчивается, хотя ты прошла дальше, чем другие до тебя. С чем бы тебе не пришлось столкнуться, но в конце, я верю, ты вернешься домой и расскажешь много интересного. Ты уже многое узнала, больше, чем знали все мы, и я в том числе, о древних и нашем прошлом. Иди, отыщи, что там, в конце этого луча. Но прошу тебя, Аук, будь осторожна. Давайте еще с малявкой поговорим и полетим. Где глаза у моего персонажа? Нету глаз. Аук, что стряслось? Куда ты собралась? Обещай, что ты вернешься и расскажешь мне обо всем, что происходит. У них ни у кого нету глазок, это так нарисовано. Меня это не смущает. Пусть и вас это тоже не смущает. Это гигантский биткоин? Биг биткоин. Найс. Так, полетели. Полетели сквозь небо. Я не помню слов. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Это кто поет? Я даже не знаю, кто это поет. Откуда у меня это в голове? Господи, какой кошмар. В моей голове чего только нет. Полезной информации, например, нет. Всякая бесполезная информация есть, а полезной нет. Алтарь Творца. Ну давай. Приземляемся, Екатерина. Открыты, двери открыты. Хорошо. Идем. Идем, двери открыты. Видят эхо и радиолокации, как летучая мышь. Но я же летаю, да? Только я птица. Так. О, это вот тьма, в которую я периодически... А что случилось? Меня поразило. Меня убило или что? Меня ранили? Что такое? А что случилось? А что такое-то у нас? А куда огонек пошел из лампады этой? Я умерла? Нет? Нет, я не умерла. Куда огонек? Надо за огоньком следовать, наверное. Он нам что-то подскажет, наверное. Аук, постой, послушай меня. Ты знаешь, кто я? Ну, пока нет. Ну, что-то связанное с Карой, наверное. Я же тебя взяла в храме Кары. Я Кара. У нас мало времени, но я попробую объяснить. Мы с тобой одна семья. Когда-то Творец одарил меня своим светом, своей надеждой и мечтой, силой. Это было в дни Великого Разрыва. Это и твоя сила тоже, Аук. Она спасла тебя от прикосновения бездны. Она стала сильнее, я буду защищать тебя как можно дольше, но у нас очень мало времени. Ты вот-вот войдешь в тюрьму бездны, она заперта за пределами нашего мира, и там я не смогу помочь тебе. Следуй за мной. Так, хорошо, я должна следовать за ней. Прикиньте, ребята, нифига я угадала. Не, ну в принципе это, наверное, это логично, потому что я же ее забрала в храме Кары.
идем за огоньком. Мне сказали осторожно. Я зомби. Может быть, я зомби, да. Понимаешь, Аук, я память о самой себе. Теперь, когда я отдала лампаду, я скоро угасну. Я могу говорить с тобой только здесь и сейчас. Нет пути назад. Это наш единственный шанс. Люди неба закрыли свои сердца от бездны, но этого мало. Она почти вырвалась из своей тюрьмы на волю. Никто не сможет остановить ее от разорения нашего мира. Никто, кроме тебя. Ты можешь завершить то, что началось так давно. Что я могу завершить? Почему я? Что я завершу? Я маленькая девочка, которую только что еще какая-то хрень убила. Но я восстала. Прости, я так многого хочу тебе рассказать. Сколько историй я бы поведала тебе, но у нас мало времени. Дальше мне пути нет. Это только твоя миссия. Миссия, в которой ты узнаешь, кто ты на самом деле. Эта дверь ведет к пределам между нашим миром и вечностью. Именно там ты столкнешься с бездной. Ты должна завершить то, что начал Творец, и собрать воедино то, что было разделено. Я знаю, что ты справишься, Аук. Боюсь, настало время прощания. Я буду следить за тобой, пока у меня хватит сил. Я верю в тебя. Одной веры мало. Одной веры мало. Мне нужна еще надежда и любовь. Так. И я узнаю о самой себе. Допустим. Что происходит? Так, я сейчас возьму... И что, съем, например, да? Так, нет, не съем. Она вселилась в мою татуировку? Ну, допустим. Допустим. Сейчас открылись двери. И мы сейчас пойдем туда. Очень непонятно, но очень интересно. И чем я сейчас буду с этой бездной биться? А? Тут вообще какие-то сопли вон летают. Какие-то... Тьма какая-то тут. Как-то страшно. Ничего не понятно. Сейчас эта бабайка, наверное, придет, которая с монобровью вот это вот. Надо все изучить. И тут, блин, темно, как в заднице. Ой, а чё я напугалась-то? Тут мы уже на... вот она, повернись. Повернись. С крыльями-то с какими она? Сейчас она меня херак. О! Не херак. У нее тоже появилась на руке. Что? Что происходит? Я не понимаю. Что произошло? Где битва? Что? Задумалась Катя. А получено достижение. Эквилибриум. Я очень рада. Да здравствуют титры. Мы прошли игру. Я ничего не поняла. По итогу чё? Вот это вот... Вот это вот бездна. Это что? Это что? Я теперь с ней связана? Она меня хотела ударить, и на ней появился тоже на
ее руке этот нарукавник светящийся. Мы потом с ней так соприкоснулись руками. И что? И я теперь с ней связана? Я теперь ее буду, что ли, удерживать или что? Конец. Кто смотрел, молодец. Да, кто смотрел, молодец. Кто помогал, тоже молодец. Но я не поняла. Там же Кара сказала. Ты, когда дойдешь, ты узнаешь, кто ты есть. Это можно вообще... Можно это все вывернуть так, что типа вот это вот кака-бяка, которая в чертогах моего разума сидит, да? Мои там гнев, злость и прочая дрянь. Ну, я не знаю, честно, как это все интерпретировать. Непонятно. Но я знаю одно, это было интересно. Это было, в принципе, очень интересно. Игрушка красочная, прикольная. Очень красивая музыка. Очень классная музыка. История, над которой стоит, в принципе-то, задуматься. Может быть. Ну да. Вот и все. А можно продолжить? А что продолжить? Интересно, что будет, если я нажму продолжить? Где я вот высрусь сейчас? А? Сейчас опять быть это в алтарь этот Творца. Ну да, алтарь Творца. Слушайте, ну очень интересно, конечно, это все дело. Очень интересно. Ну, можно по приколу полетать еще, что-нибудь полазить. Потом полетать, посмотреть. Ну, я думаю, что я что-нибудь еще все равно... Все равно я что-нибудь не все прочитала, увидела, изучила про людей, про богов и т.д. и т.п. Это было странно, в конце титров будет сообщение «употреблять наркотики». Наверное. Вполне может быть. Ну что, ребята, мы тогда будем заканчивать, да? Второй стрим у нас получился покороче, чем первый. Чуточку покороче. В любом случае, это было интересное, увлекательное, непонятное и необычное путешествие. Так, сейчас я себе OBS-очку наверх выведу. Еще одна головоломка, которую победила Катя, да. Уи! Ей! Будем на следующие выходные что-нибудь подбирать. Ну, у меня еще как бы готовится второй выпуск Let's Play Hop. Я записала, уже даже смонтировала, он заливается, готовятся субтитры. Может быть, средь недели мы посмотрим с вами также в виде премьеры это, а может быть и нет. Так, может быть и нет. А может быть и да. А может нет, а может да. Может это все слава. Ладно, ребята. Surprise Room, thank you very much. Nice game. Nice game. Это было, правда, интересно, красочно, симпатично очень. Ребята, вам большое спасибо за то, что вы сегодня присутствовали, за то, что порадовали моего зайку, мою девоньку. Был странный финал. Yes. Странный финал. Счастлив, что удалось пообщаться с вами и с вашими друзьями. Okay, thank you very much. I'm very happy. Немного длиннее. Хорошо, попробуем, все попробуем, обязательно. Будем пробовать все.
по мере моих возможностей. Ну все, ребята. Всем раздаю свои волшебные, сладкие, пряничные поцелуи. Всем пока-пока. Всех люблю, целую, себя больше всех. До встречи на просторах интернета.